Глава 336. По всей земле бушует пламя войны. Последние несколько дней Чутянь находился в хаосе, постоянно ощущая себя в пустом пространстве с неразборчивыми голосами, звучащими в ушах, которые иногда были близко, иногда далеко, иногда громкими, а иногда тихими. Чутянь ощущал беспорядок своего тела, словно погружался в бездонную бездну. Но в бесконечной темноте возник высокий и величественный демонический бог. У демонического бога было 9 глаз, и каждый глаз был своего цвета. Каждый цвет представлял различную силу, каждый глаз содержал в себе великое дао мира. Пространство было белым, время было серебристым, жизнь была зеленым, смерть была черным, душа была фиолетовым, божественное чутье было золотистым. Каждый из 9 глаз представлял собой редкую силу высшего класса. Девятиглазый демонический бог был не энергией элементов, а 9 разными мощными техниками, слитыми воедино. Чутянь хорошо знал способности девятиглазого демонического бога, потому что он был Чутянем, а Чутянь был им, однако дело было еще и в его перерождении. Однако Чутянь очень удивился тому, что сейчас девятиглазый демонический бог показался ему незнакомцем. Потому что появился новый глаз. Все время он был закрыт, но сейчас испускал невероятную энергию. Этот глаз Чутянь ощутил, что 10-й глаз вот-вот откроется, но его окутала неодолимая энергия, и Чутянь внезапно покинул бездну сознания. Это был всего лишь сон. Когда Чутянь проснулся, он был покрыт потом. 10-й глаз был запечатан силой безымянного древнего бога. Древний бог сказал Чутяню, что ему лучше не открывать глаза по своему усмотрению, иначе последствия будет трудно представить. Что за силу представлял этот глаз, Чутянь ощутил сильную головную боль. Хотя несколько дней он отдыхал, телу не полегчало, но его духовная энергия пришла в норму, и он хотя бы мог встать с кровати. Почему снаружи такой шум? Чутянь наконец-то очнулся. Мэн Ин с безнадегой на лице выглядывала в окно. Услышав голос Чутяня, она с удивлением обернулась и обеспокоенным, страшным голосом произнесла: «Армия Южного Лета потерпела поражение, а гончие войны проникли в имперский город. Солдаты и жители либо сдались, либо погибли в бою, а имперский город в хаосе». «Что? Снова проиграли?» Тут же сел Чутянь. Армия Южного Лета беленая объелась. Из-за коварной атаки мы потеряли линию фронта, и защитить ее было нельзя, но как мы умудрились потерять имперский город? Мэнин вздохнула. Я тоже не понимаю, старшая сестра меня не выпускает. Однако я слышала, как старшая Наньгун сказала, что маркиз Тлеющего Пламени, перейдя на сторону врага, позволил гончим войны проникнуть в город через тайный ход, очередное предательство. Чутянь ощутил головную боль. Если противник захватил даже имперский город, то что же будет со страной Южного Лета? Если так, то Чутянь зря потратил полгода на развитие торгового чуда. Где мы, Чутянь понял, что это не штаб-квартира торгового чуда. В императорском дворце. Старшая приказала уничтожить исследовательский институт секты Юнь и сжечь штаб-квартиру торгового чуда, а потом переселила всех сотрудников в Королевский дворец. У правителя Пылающего Солнца и совершенного правителя около 100 000 солдат, которые сражаются снаружи насмерть, но врагов слишком много. Боюсь, что имперский город не удержать. Нам нужно обсудить наш план спасения, все вы должны быстро уйти со мной. Открылась дверь, и быстро вошла Мэн Цину. Когда она увидела сидящего Чутяня, то удивилась. «Чутянь? Ты очнулся как раз вовремя. Чутянь ничего не знал о недавних событиях. Ты только что сказала про отступление. Что ты имеешь в виду? Нет времени объяснять, каждая минута здесь приближает нас к опасности». Быстро сказала Мэн Цину, обращаясь к Мэн Ин. Скорее в главный зал. Главный зал Королевского дворца выглядел не так величественно, как обычно. Все солдаты были в доспехах. Через окно было видно, как горит половина имперского города, небо затянуло густым дымом. Чутянь увидел знакомые лица, например, правителя Пылающего Солнца, совершенного правителя Гао Цаньцу, маркиза Божественного Ветра, маркиза Золотой Стрелы, маркиза Запада. Все они были в крови и, кажется, были ранены. Все они смотрели на Чутяня со смешанным выражением лица. Чутянь слабо сказал: «Я уже слышал про общую ситуацию. После падения имперского города остались лишь 200 000 солдат, которые обороняют Королевский дворец. Боюсь, мы не можем сдерживать гончих войны слишком долго. Слишком поздно что-то делать. Вы подумали про отступление. Правитель Пылающего Солнца печально топнул ногой. Падение имперского города — вина этого правителя. Как семья Наньгун могла породить такое коварное семя? Мы уже проиграли, слишком поздно плакать. Разочарованно сказал совершенный правитель. Север Южного Лета защитить нельзя. Имперский регион, государство Цан и государство Котла под властью маркиза Тлеющего Пламени, все они потеряны, но в стране есть 6 других государств, и там по несколько сотен тысяч солдат. Есть несколько десятков тысяч километров горных хребтов, есть широкое озеро 4 государств, естественный барьер. Мы должны избежать власти гончих войны.
Мы стремимся сохранить силу страны, защищая 6 южных государств. Изменить ситуацию они не могли. Экспертов у короля Клыка было что облаков в небе, их армия обладала огромным преимуществом, а имперский город серьезно пострадал и погрузился в хаос. Как они должны были отбиваться, не говоря уж о военных победах, фронт пал, имперский город разрушен, чем важен имперский регион? Лучше сохранить власть на юге и воспользоваться преимуществами местности, чтобы остановить вторжение гончих войны. Проблема была в другом. Как им туда добраться? Звуки сражения стали еще громче. Правитель Пылающего Солнца сказал: «У семьи Дунфан есть тайный ход в королевском дворце. Открыть его может кронпринц Дунфан Хаожань. Он знает, как это сделать. Я прошу великого ученого, правителя, защищающего страну и 23 тысячи лучших солдат имперского региона. Центральное государство занимает лучшую позицию и может стать новым центром страны. Сохранив родословные семей Южного Лета, Дунфан Хаожань тоже был весь в крови, но сразу же вышел вперед, понял. Если все эти люди уйдут, гончие войны отпустят нас, правитель Пылающего Солнца уверенно сказал: будь уверен, уходи. Мы с совершенным правителем возглавим оставшихся солдат имперского города и будем до последнего сражаться с гончими войны. У вас будет время, они не смогут вас догнать. Эти слова означали, что правитель Пылающего Солнца и совершенный правитель были готовы драться до последней капли крови. Почему два правителя цепляются за разрушенный город? Тут же попытался убедить их Гоу Цаньцу. На остатках горы не может быть дров, правитель Пылающего Солнца решительным голосом сказал. Этот правитель совершил ошибку, которая привела к падению имперского города. Я подвел предков семьи Наньгун и всех героических духов страны Южного Лета, поэтому я могу лишь сражаться до конца, чтобы заплатить за это. Этот правитель уже решил спасти прямых потомков семьи Наньгун и всех членов семьи Наньгун, которым еще нет 20, отправив их на юг. Всеми ими будет править Наньгун Юнь, которая станет новым лидером семьи Наньгун. Надеюсь, вы сможете позаботиться о потомках семьи Наньгун и возродишь Феникса. Из-за предательства маркиза Тлеющего Пламени сердце правителя Пылающего Солнца охватило чувство вины, поэтому он решил остаться и выиграть для них время. Это было логично, но почему остается совершенный правитель? В стране Южного Лета было немного экспертов истинной души. Страной Южного Лета управляла семья Шангуань. В конце концов, это преступление семьи Шангуань, с серьезным выражением сказал совершенный правитель. Этот правитель командует семьей Шангуань больше 100 лет, однако я совсем недобродетельный. Корни семьи Шангуань в имперском городе. Как гнездо может существовать без яиц? Семья Шангуань виновата, поэтому мы будем храбро сражаться до последней секунды. Речи этих двух людей вдруг заставили Чутеня кое-что понять. Безмолвный правитель говорил, что правитель Пылающего Солнца и совершенный правитель не похожи на людей, которых он раньше встречал. Тогда Чутянь не понял, что тот имел в виду, однако теперь он все понял. Чутянь понял, что у местных тиранов нет ни чести, ни достоинства. Они были правителями страны Южного Лета. Они должны были сражаться до последней секунды, даже зная, что они могут умереть. Чутянь. Вдруг услышал он низкий, глубокий голос. На него смотрел маркиз Запада с пером, пропитанным кровью. «Буду честен, я ненавижу тебя до глубины костей, но жаль, что у нас нет возможности разрешить обиду. Если ты сын страны Южного Лета, то возьми на себя эту ответственность. Иначе я не отпущу тебя, даже если стану привидением в аду». Бум, раздался грохот, рушилась внешняя стена королевского дворца. Правитель Пылающего Солнца крикнул всем: «Отступайте, иначе будет слишком поздно, ситуация накаляется», произнес совершенный правитель. «Идите», Чутянь протянул к ним руки. «Сегодняшний день не только ваш позор, но и мой, Чутеня. Я, Чутянь, клянусь, что однажды растопчу равнины гончих войны, правитель Пылающего Солнца. Достаточно разрушительные гончие войны прямо за углом. Перед смертью мой король назвал тебя правителем, защищающим страну, потому что он явно возлагал на тебя большие надежды. Теперь, когда страна Южного Лета на грани смерти, все зависит от правителя, который может спасти земли страны». Подошел к Чутяню совершенный правитель. Этот правитель списывает все обиды между тобой и семьей Шангуань. Пожалуйста, относись к потомкам семьи Шангуань хорошо. Идите. Если вы не уйдете, будет слишком поздно. Гу Цаньцу сказал Дунфан Хаожаню. Скорее, открывай тайный ход. Молодежь и члены 3 великих семей, рыцари Грифонов, важные ученые и таланты насчитывали в общей сложности больше 20 тысяч человек. Сначала все отправились в сокровищницу, чтобы кое-что забрать, а остальное сжечь. Наконец они последовали за Дунфан Хаожанем и скрылись в тайном ходе. Бам, 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 медленно открылись ворота королевского дворца. Правитель Пылающего Солнца и совершенный правитель столкнулись с горящим имперским городом и плотной стеной солдат, сердце их сковало печалью. Они не думали, что оживленный несколько дней назад город столкнется с такой разрушительной силой. Огонь сжег силу, которую страна Южного Лета выстраивала в течение нескольких десятков лет. Король Южного Лета и боевой маршал Дунфан Чжань были мертвы, остались лишь правитель Пылающего Солнца и совершенный правитель.
Старик Нангун, вот каков наш конец, я желал немного не этого, верно, не то чтобы я доволен. Однако мы старики и должны отдать будущее молодым. По крайней мере, уйдем мы блестяще и зря не проживем. Вперед, два эксперта истинной души выпрыгнули одновременно. Они повели выживших экспертов и армии 3 великих семей в последний бой с армией гончих войны. Сражаясь с этими зверями, все они были полны решимости умереть. Гончие войны пострадали от жестокой атаки, и трагическая битва продолжалась целых полдня. Ранним утром следующего дня огонь наконец погас. Король Клык стоял в разрушенном королевском дворце, пронесшись через весь имперский город. С этого дня земли можно было считать завоеванными. Докладываю королю Клыку, труппы Дунфанджаня, Шангуань Цанфена и Нангуньяня похоронены воинами моей семьи в имперском городе. Хорошо, с тревогой ворвался Ван Тяньлун и произнес: трупы команды Чутеня до сих пор не найдены. Чего ты нервничаешь? Небрежным тоном спросил военачальник гончих войны. Очень вероятно, что в таком масштабном сражении трупы не уцелели. Невозможно. Было предчувствие у Ван Тяньлуна. Скорее всего, он еще жив, гончим войны было плевать, что с того, даже если он жив? Имперский город захвачен, все лучшие воины убиты, как они могли подняться снова? Подумав об этом, король Клык сказал: я выдам тебе стервятника, определи их местонахождение, было слишком поздно. На этот раз сыграл роль план побега Мэн Цину. В этот же момент в порту государства Цан их уже ждала банда огромной акулы. Молодежь из 3 великих семей и таланты императорского города сели на корабли. Мэн Цин усмотрела на туманное небо, и у нее замирало сердце. Она никогда не думала, что в итоге покинет имперский город. Глава 337. Начиная готовиться к битве. В день, когда пал имперский город, из ниоткуда появилась сильная буря. Плохая погода осложняла преследование, а это значило, что небеса заботятся о стране южного лета. Корабли банды огромной акулы без проблемы выплыли из канала государства Цан и направились к озеру 4 государств. Как только они достигнут озера, им больше не нужно будет бояться отрядов гончих войны, идущих по следу. Хехе, Кай Ян сидел в качающемся корабле, одетый в пальто. На столе перед ним стояла электрическая лампа, а он рисовал план за планом. Тело его явно не оправилось, в лице не было румянца, и выглядел он очень слабым. Чутянь понимал свое ранение лучше, чем никто другой. Чтобы убить Малима, эксперта истинной души, он заплатил слишком высокую цену, однако это не имело значения. Раз Чутянь не умер, значит, он мог выздороветь. Мэнин толкнула дверь и вошла с 2 нагретыми консервными банками. «Тебе пока не стало лучше, думаю, ты должен отдохнуть». Эта рана хочет одолеть эксперта Чутеня? Не так-то просто. Рассмеялся Чутянь, пытаясь выглядеть непринужденно. Он подошел к окну и прислонился к нему, оглядывая черное озеро, словно хулиган. Отец никогда не был в таком состоянии, меня преследовали духовные звери низшего класса. Что за чертов король Клык? Еще посмотрим, нужно во что бы то ни стало отыграться за эту битву. Это был Чутянь, которого Мэнин знала. Если бы не Джао Пу, Гоу Цань Цу и остальные, говорящие ей про болезнь Чутеня, она правда подумала бы, видя его поведение, что он выздоровел. Этот парень явно был наполовину мертв, однако думал о мести. Людям правда было не под силу с ним справиться. Забудь об этом, не бери в голов. Мэнин дала Чутяню консервную банку и смущенно произнесла: думаю, сначала тебе лучше отдохнуть. Найди способ защитить свою жалкую жизнь и торговое чудо. Прежде чем думать о мести, Чутянь очень верил в торговое чудо, однако любой талант и конгломерат легко было уничтожить, пока он не вырос. Выжить во времена такого хаоса на континенте было непросто. Но именно поэтому Чутянь хотел найти торговое чудо. Торговое чудо предоставляло Чутяню не только большие объемы ресурсов, но и людей, с которыми Чутянь становился сильнее. До сего дня торговое чудо плавно развивалось, однако ему помешало вторжение с севера. Это означало, что торговое чудо недостаточно сильное, но Чутянь втайне уже пообещал, что не позволит этому повториться. После сражения в имперском городе территория страны Южного Лета сократилась на четверть, а самым серьезным стала потеря лучших людей. Даже если войска 6 государств объединятся, они не смогут сравниться с армией имперского города. Несомненно, гончие войны, покорив север, начнут вторжение на юг страны. Кризис пока не миновал, а ситуация складывалась очень серьезная. Однако Мэн Ин все равно верила в Чутеня. Когда атаковали линию фронта, Чутянь не смог ничего сделать, а когда нападали на имперский город, Чутянь был в коме, и побега с поражением было не избежать. Теперь ситуация изменилась. Центральное государство стало центром торгового чуда, а Чутянь пришел в себя. На этот раз королевство гончих войны столкнулось не со страной Южного Лета, а с торговым чудом во главе с Чутянем.
флот банды «Огромной акулы» прибыл в порт центрального государства. Все стали сходить на берег. Всего за несколько месяцев центральное государство претерпело некоторые перемены. За пределами города возникли несколько промышленных зон, в порту появились тысячи судов, а по небу стали летать бесчисленные воздушные суда. Это оживленное зрелище превосходило даже имперский город. Кажется, напряженность севера сюда еще не дошла, центральное государство казалось очень богатым и занятым. Сестры Мэн, Наньгун Юнь и Чэнь Бин Юй вздыхали, они не ожидали, что вернутся так быстро. Однако у них не было времени на чувства, ведь первой точкой нападения гончих войны неизбежно станет центральное государство. Как только центральное государство падет, лишится надежды не только страна Южного Лета, но и торговое чудо. Чутянь не мог такого допустить. Прибыв в секту Юнь центрального государства, они собрали всех вместе. Если мои оценки верны, как минимум через 10 дней и как максимум через 2 недели гончие войны нападут на центральное государство. Собравшиеся в одном месте высокопоставленные чины имперского города и центрального государства слушали Чутяня с мрачными лицами. На севере центрального государства было несколько тысяч километров горных хребтов, что для гончих войны будут преградой. Лучшим способом было похитить боевые корабли Южного Лета и напасть на центральное государство с воды. Воины гончих войны выросли в прериях, поэтому в сражениях на воде они не сведущи. В этом наше преимущество, но его недостаточно, потому что гончие войны воспользуются воздушными силами страны Погребенного Орла. Воздушные силы будут защищать морские, и если нам не хватит воздушной огневой мощи, мы окажемся в невыгодном положении. Отдал приказ Чутянь. Приказываю, что с этого момента государство живет по военным законам. Все должно служить для подготовки к битве. Мы должны не просто победить в битве, но и сделать эту победу блестящей. Все очень волновались, были ли какие-то надежды на победы. На юге собрались силы гарнизона имперского города и половина войск страны Южного Лета. Была и фронтовая крепость, на которой страна потратила несколько поколений. Даже при таких вводных они проиграли всего лишь за неделю, несоответствие в силе оказалось слишком большим. В южных государствах было много естественных барьеров, однако что могло спасти от такой подавляющей силы? Расслабьтесь, как только гончие войны придут в центральное государство, я сделаю так, чтобы они не вернулись обратно. На подготовку у Чутяня было 2 недели. Хотя казался срок коротким, на самом деле времени было более чем достаточно. Мы применим всю мощь исследовательского центра секты Юнь, а промышленный сектор торгового чуда за 2 недели создаст новое оружие для битвы в центральном государстве. Ученые стали перешептываться, обнажая волнение. Юнь Тяньхэ полюбопытствовал, что за оружие хочет изобрести президент. Чутянь показал план, и ученые секты Юнь, увидев его, поняли, что он очень хорошо им знаком, потому что проект напоминал энергетические бомбы, которые они раньше разрабатывали. Вот только Чутянь внес несколько фундаментальных изменений, сделав бомбы безупречными. Верно, это энергетические бомбы. Я внес улучшения в бомбы, созданные сектой Юнь, сделав их более управляемыми и безопасными. К тому же, я разработал методы переработки нефти, которые позволяют создать более мощные взрывы, сердца у всех наполнились волнением. У имперского города было слишком мало времени, чтобы подготовиться, а торговое чудо попало туда совсем недавно, поэтому не успело создать там промышленный сектор. Хотя применить бомбы решила Мэн Цину, ей не хватило ресурсов и времени для подготовки. Но бомбы все равно произвели на всех глубокое впечатление. Теперь ситуация изменилась. Центральное государство было родиной торгового чуда, оно развивалось там уже полгода, образовав базовый коммерческий сектор. И ресурсы, и производственная сила были гораздо лучше, чем в имперском городе. Чутянь достал еще несколько чертежей, которые придумал на корабле. Это портативная солдатская энергетическая бомба. Хорошо очистив сырую нефть, можно создавать небольшие бомбы, которые солдаты могут носить с собой. Диапазон поражения невелик, но очень силен. Я назвал их энергетическими гранатами. Гранаты были очень просты в конструкции. Они предназначались не для крупномасштабного разрушения, но были оружием с высокой боевой мощью и способностью атаковать врагов на средней дальности. Энергетическая граната могла тяжело ранить или даже убить эксперта истинной души. Безопасность запуска катапультой гарантировать нельзя, а эффективность и точность весьма низкие. Показал Чутянь еще один чертеж. Мы должны создать более точную пусковую установку. Она будет не просто автоматизированной, точность ее будет гораздо более высокой. Разные пусковые установки будут выпускать бомбы, и мы сможем добиться сильного убийственного эффекта. Чутянь изложил еще несколько планов. Энергетические бомбы, соединенные с арбалетами, стрельба бомбами с помощью стрел. Также мины, установленные в воде. Все планы утонули в похвалах. Гений, вот что такое гений. Чутянь отдал чертежи отделу разработки секты Юнь, и успешное завершение проектов зависело теперь от удачи. Чутянь отвечал лишь за улучшение и за то, как это оружие применят, остальное возложили на исследовательский отдел торгового чуда.
Касательно энергетических бомб я закончил, сменил тему Чутянь. Энергетические бомбы мощные, но с нашими ресурсами, технологиями и производителями наши бомбы опасны лишь для культиваторов пробужденной души. Культиваторов истинной души они не охватывают. Нужно сделать более мощное оружие, чтобы иметь дело с культиваторами истинной души. На самом деле эффект энергетических бомб был шокирующим сам по себе. Благодаря ресурсам и производительности центрального государства они могли собрать много бомб, чтобы сражаться с гончими войны. Их было достаточно, чтобы переломить ход войны. Может ли Чутянь изобрести более мощное оружие? Чутянь достал огромный чертеж, который ошеломил всех, кто его увидел. Чертеж напоминал энергетический пистолет, но был куда больше масштабом. Одно лишь дуло было длиной 4 метра, а сам чертеж был куда сложнее. Для питания нужно было как минимум 4 магазина. Он напоминал увеличенную версию энергетического пистолета. Что касается энергетических массивов, то они были сложнее, чем у пистолета. Смотрите внимательно, это новое изобретение торгового чуда. Указал Чутянь на чертеж, представляя его. Как вы все видите, это в десятки раз увеличенный энергетический пистолет. Я назвал это энергетической пушкой. Сила пушки как минимум в 200 раз выше, чем у пистолета, 200 раз. Да что это за концепция такая? Даже культиватор истинной души не мог пережить нескольких выстрелов из такой пушки. Оторопели не только ученые секты Юнь, потрясены были даже простые люди, которые в оружии не разбирались. Как только это супер устрашающее оружие попадет в мир, одной пушки окажется достаточно, чтобы пробить корабль противника. Даже эксперту истинной души будет тяжело противостоять мощи такого оружия. Глава 338. Новый король преуспевает на престоле. Энергетические пушки в сотни раз сильнее, но в сотни раз больше и потребление энергии. Нужна не только батарея высокой плотности, тело пушки должно быть более устойчивыми, чем у другого оружия. Боюсь, с нашими батареями, технологиями очистки и ресурсами, которые у нас есть, соответствовать стандартам будет тяжело. Но вопросы Юнь Тянь-Хэ не волновали Чутяня. Не стоит волноваться, метод очистки кристаллической нефти я обдумал еще в имперском городе. Завод по производству батарей и оружейный завод соответствуют стандарту. Что касается материала, то при эвакуации из имперского города мы взяли в королевской казне Митая, которым несколько веков. Их хватит, чтобы сдерживать силу пушек. Чутянь предложил еще один чертеж огнестрельного оружия. Это оружие нужно было делать из очень редких металлов, а оно могло стрелять долго и на высокой скорости. К нему прилагались сверхсильные пули. И энергетическая пушка, и энергетический автомат были очень мощным оружием. Уровень технологий и материалов для них требовался высокий. Чтобы создать их до прибытия гончих войны, Чутянь должен был лично помочь с исследованиями. Секта Юнь обладала сильной исследовательской силой, однако к ним присоединилась секта Юнь Центрального государства, и сила возросла в разы. Работая день и ночь, несколько сотен ученых работали одновременно над десятками объектов, а помогали им несколько тысяч членов секты Юнь. Спустя множество экспериментов и расчетов, они получили результат всего за несколько дней. Между центральным городом и городом Южного неба курсировали дирижабли, которые перевозили кристаллическую нефть. 5 главных складов торгового чуда были забиты кристаллической нефтью. Когда материалов набралось достаточно, заворочились несколько десятков фабрик. Начали работу больше 10 тысяч рабочих и больше 1000 мастеров массивов. Мэн Цин руководила заводами лично. На сотнях предметов размером с кулак были высечены идеально подобранные символы. Внутри была сильно сжатая кристаллическая нефть, а снаружи — красная кнопка. При нажатии кнопки батарея внутри активировалась, возвращая сжатую кристаллическую нефть во взрывоопасное состояние. Это была энергетическая граната. Конструкция была несложной, даже весьма простой. Солдат мог взять на поле боя по 2 гранаты, и они могли произвести ужасающий эффект. Даже культиватор пробужденной души мог погибнуть от нее, не оставив ни следа. На оружейном складе было аж 50 тысяч энергетических автоматов и больше 5000 пушек. Намного больше, чем в имперском городе, этого было достаточно, чтобы нивелировать нехватку сил армии Центрального государства. Неплохо. Когда Мэн Цин увидела аккуратные ряды оружия, сердце ее наполнилось уверенностью. Именно в этот момент банда Огромной Акулы принесла ей важные новости. Захватив имперский город, король Клык захотел немедленно атаковать безмольного правителя, однако вместо этого попал в его засаду в 3 больших северных портах. Все корабли захватили, в порту сгорели не все. Безмолвный правитель ведет больше 300 тысяч кавалеристов, чтобы встретиться с нами на юге. Гарнизон центрального государства был слишком слабым. Безмолвный правитель пришел вовремя. Среди 3 правителей он занимал наивысшее положение и лично защищал земли Южного Лета. Безмолвный правитель не только собрал лучших в центральном государстве, но и украл корабли, спалив все порты.
Несомненно, это задерживало гончих войны, выигрывая время для Чутеня. Немедленно приготовьтесь их приветствовать. Мэнь Цин привела в порт центрального государства большую команду сотрудников, чтобы они прибрались и разбили временный лагерь. Через 2 дня на горизонте возникли несколько сотен боевых кораблей. На этот раз безмолвный правитель, прибывший в центральное государство, привел 280 тысяч лучших бойцов, большинство из которых были лазурной штормовой кавалерией. Главной силой армии Южного Лета 400 тысяч кавалеристов были важнейшей боевой силой в стране Южного Лета. Половина находилась в имперском городе, а половина в государстве Цан. Неизвестно, смог бы король Клык захватить имперский город, будь там эта кавалерия. А теперь эта армия прибыла в центральное государство, и это могло очень помочь в его обороне. Падение имперского региона должно было стать для безмольного правителя серьезным ударом. Однако безмолвный правитель не выглядел злобным или запыхавшимся, он просто казался странно спокойным. Возможно, командующий армией Южного Лета хорошо скрывал эмоции. Безмолвный правитель упрекал себя за катастрофу. Он не увидел истинную цель вторжения гончих войны в государство Цан. Армия гончих войны вторглась в государство Цан, притворно атакуя город Цан, похоже, они действительно стремились напасть на фермы, однако цель все же была фальшивой. Подлинная цель заключалась в том, чтобы отбросить часть кавалерии Южного Лета, поэтому король Клык смог привести в страну свою личную армию. На самом деле это не было ошибкой безмольного правителя. В стране Южного Лета явно не знали, что гончие войны объединились, что воюющее королевство духовных зверей поддерживает королевство гончих войны. Новый король Клык явно был ветераном, который знал главных героев армии Южного Лета. Безмольному правителю не хватало информации, он ничего не мог поделать, потому что не был пророком. Прежний король отдал приказ. С почтительным видом произнес Гоу Цань Цу. Он просит безмольного правителя Дун Фанганя занять место короля Южного Лета, все собравшиеся офицеры опустились на колени. Безмолвный правитель подходил на этот пост и престижем, и славой, и биографией. Страна Южного Лета была шаткой командой без лидера. Им нужен был тот, кто возьмет ответственность на себя и отдаст приказ, кто знал, что безмолвный правитель скажет, как королем Южного Лета может быть генерал. Этот правитель не может принять трон, пусть его лучше унаследует Дун Фан Хаожань, никто не поверил бы, если бы это сказал кто-то другой, но безмольного правителя знала вся страна. Он был таким же, как Дун Фан Чжань, хотя он обладал властью, материальные блага его не интересовали. Выбирая между двумя принцами, король Южного Лета выбрал быстрого и решительного Дун Фанганя. Дун Фангань принадлежал полю боя, а не дворцам, так что приходилось беспомощно передать трон Дун Фан Хао. У Дун Фан Хао были большие амбиции, однако отсутствовала королевская мудрость, однако он был хорош в управлении, обладал королевским умом, так что он считался бы неплохим правителем. Но теперь, когда Дун Фан Хао был мертв, Дун Фангань все равно не желал стать королем Южного Лета, великий ученый угрюмо сказал, принц талантлив, но он еще молод. Ему не хватает боевого и управленческого опыта, как он может быть королем? Страна Южного Лета переживает особые времена, я прошу безмольного правителя не отказываться, мы просим нашего короля принять трон, мы просим нашего короля принять трон, все кричали громко и в унисон. Дун Фангань нахмурил брови, кто возглавит битву, если я стану королем? Сейчас стране нужен не король, а генерал, который сможет победить гончих войны, безмолвный правитель не прав. Сказала Мэн Цин У. Эта война определит судьбу народа, и если король возглавит армию лично, это поднимет боевой дух солдат. Принцу Дун Фан Хаожаню еще нет 30, он еще не достиг пика 9 уровня пробужденной души. Как насчет того, чтобы он получил опыт, последовав за правителем, защищающим страну и в один прекрасный день стал столпом страны Южного Лета, не уступающим безмольному правителю? Если принц взойдет на престол слишком рано, ему не хватит сил и авторитета, чтобы успокоить народ, и принц упустит возможность стать сильнее. Безмолвный правитель сомневается. Если на трон взойдет безмолвный правитель, это принесет пользу, а если безмолвный правитель откажется от трона, он совершит ошибку, поэтому, пожалуйста, передумайте. Гоу Цань Цу одобрил слова Мэн Цин У. Она действительно была мудрым и прекрасным вице-президентом торгового чуда, и ее логичные аргументы были куда полезнее, чем аргументы других людей. Вздохнув, безмолвный правитель согласился. Дун Фанганя окружала армия, и он, пройдя через простую и быструю коронацию, превратил центральный город в имперский город. Когда Дун Фангань взошел на трон, он немедленно разослал несколько королевских приказов. Во-первых, он нарек Дун Фан Хаожаня безмольным правителем, унаследовавшим титул от Дун Фанганя. Конечно же, пока это был всего лишь титул. У Дун Фан Хаожаня было мало боевого опыта, и сила его пока не была высокой, так что он не мог управлять армией. Контроль над армией пока остался в руках Дун Фанганя. К тому же, Чутянь, правитель, защищающий страну, получил титул загадочного маркиза, став в стране Южного Лета первым боевым маркизом первого класса.
Он получил право перемещать силы всех 6 государств и управление над всеми 6 государствами. Во главе всех маркизов встал правитель, защищающий страну. Мэн Цину убила вице-командира Малима из племени Адской Песни, так что ей тоже вручили статус маркиза. Ее нарекли маркизом Облачной Мечты и сделали маркизом Южного государства. 2 из 3 королевских приказов были связаны с торговым чудом. Чу Тянь был и правителем, и маркизом. К тому же, могущественным боевым маркизом 1-го класса в стране Южного Лета еще не было таких прецедентов. Более того, Мэн Цин У тоже стал маркизом, получив контроль над армией Южного государства, которая когда-то охраняла поместье маркиза Запада. Она стала первой женщиной-маркизом за века истории страны Южного Лета, относительно этого никто не возражал. Имперский город пал, 3 великие семьи уже не могли оправиться, а другие семьи либо сбежали, либо погибли, либо перешли на сторону гончих войны, как им могло это понравиться. Все, включая новоявленного маркиза Облачной Мечты, Мэн Цину, маркиза Зеленого Леса, маркиза Золотой Стрелы и маркиза Божественного Ветра, были на стороне Чутеня. Даже ученые, возглавляемые Гоу Цаньцу, были на стороне Чутеня. Новый имперский город и центральное государство были землями Чутеня, ни один маркиз, ни один житель против этого не возражал, всех переполняло волнение. Чу Тянь, которому доверили такие тяжелые обязанности, был для страны Южного Лета отличным вариантом. Когда Дун Фангань разослал королевские приказы, он решил отправиться в секту Юнь и найти Чутеня. В конце концов, из секты Юнь пришли новости. Последние несколько дней Чу Тянь без продыху работал, и выздороветь теперь мог лишь после постельного режима без работы. Это привело к тому, что торговое чудо и страна Южного Лета запаниковали. Безмолвный правитель окончательно занял трон. Но теперь что-то случилось с Чу Тянем. Что им оставалось делать? В головах жителей центрального государства Чу Тянь равнялся безмольному правителю. Нет ничего невозможного, пока есть Чу Тянь. Но как люди могли верить в будущее, если он вдруг падет? Что им оставалось делать? Найти лекарство? Они должны были найти лекарство. Мэн Цин У решила воспользоваться всеми каналами торгового чуда, чтобы любой ценой купить одно бессмертное лекарство. Всего за ночь известие о том, что торговое чудо хочет приобрести для Чутеня бессмертное лекарство, распространилось по всему королевству. Однако даже после этого они не получили ни одного ответа. Глава 339. Маленькая принцесса Вивиан. 10 дней назад, когда имперский город еще не пал, эльф Ауберсен покинул имперский город на Ястребе-драконе, направляющемся на юг. Он пролетел над центральным государством Цин, а потом прибыл в бесконечные первобытные джунгли. Десятки тысяч миль были покрыты лесом, словно в древние времена, когда цивилизация еще не распространилась. Можно представить, как много тогда было пугающих свирепых зверей, причем обычными были даже демонические звери 3-го класса. И страна Южного Лета, и страна гончих войны были огромной пустыней, которую нельзя было изучить. Ауберсен мчался над землями жестоких зверей, однако игнорировал предупреждения и сердитый рык вокруг, продолжая двигаться дальше. Ни один из жестоких зверей не посмел на него напасть. У свирепых зверей не было высокого интеллекта, однако они видели, кто слабый, а кто сильный. Даже дракон-ястреб, на котором летел загадочный Ауберсен, был могущественным демоническим зверем 3-го класса. Крылья достигали десятков метров в длину, тело украшали алые драконьи чешуйки, однако когти и голова у него были орлиные. Сильной ауры, исходящей от него, было достаточно, чтобы поразить многих жестоких зверей. Когда Ауберсен пролетел над бесконечными джунглями, наконец появились следы цивилизации. Он оказался над изумрудным лесом, и хотя это был лес, он явно отличался от других земель. Цвет леса был очень привлекательным и казался полным жизни. Каждое дерево походило не на растение, а на живое существо. Этот участок леса занимал больше 100 миль, повсюду возвышались 100-метровые деревья. Все деревья были высокими, как небоскребы в человеческом мире. В деревьях были окна, а дома свисали с веток. Это старейшина Ауберсен. Вернулся старейшина Ауберсен, ястреб-дракон, летящий низко над лесом, привлек внимание эльфов. Когда эльфы заметили на ястребе-драконе человека, они немедленно положили луки и принялись кричать. Эльфы прятались в лесу, будучи его частью. Если бы они не проявили себя, их никто бы не заметил. Ауберсен спрыгнул и упал с 200 метров. Он плыл, как лист, и миновал ветви дерева. Схватившись за ветку, он приземлился на мягкую траву. «Ты, наконец, вернулся, старейшина Ауберсен. Да, как давно появилось племя? Как северные людоеды? А что насчет южных ящериц? Проснулись закаленные гиганты на горном хребте или нет? Успокойтесь, все нормально». Из-за деревьев выскочили нежные и красивые, как бабочки, силуэты, которые окружили Ауберсена. Эльфы отличались от людей.
Среди людей было большое несовпадение в весе. Можно было стать жирным, как шар, или тощим, как бамбук. Можно было быть красавицей, разрушающей народы, или уродливой, словно дьявол. Среди эльфов не было слишком толстых, слишком худых и слишком уродливых. Все эльфийские женщины были размером, как обычные люди, и все они были великими красавицами. Именно поэтому эльфы были известны как красивейшая раса континента, а Ауберсен был очень популярен в племени, потому обладал особым статусом. Эльфы были очень изолированной расой, многих эльфов не допускали к боям во внешнем мире, поэтому они не знали, что такое мир снаружи. Ауберсен был странником, который собирал новости о разных племенах. Всякий раз, когда он улетал, через год-два он возвращался с историями и обычаями разных народов. Именно поэтому мальчикам и девочкам нравилось собираться вокруг него. Ауберсен поздоровался со всеми. «Всем привет! Эй, дядя Ауберсен!» Раздался ясный мелодичный голос, похожий на серебряный колокольчик, Ауберсену напоминающий голос дьявола. Ощутив головную боль, он с легкой улыбкой посмотрел в его сторону. «Ай, неужели это маленькая принцесса Вивиан? За год, который я тебя не видел, ты стала еще красивее». Подняв взгляд, Ауберсен увидел пару красивых стройных ног. Они были очень белыми и длинными, словно их вырезали из нефрита. Они могли считаться прекрасным произведением искусства. Сейчас они покачивались под веткой дерева. Даже Ауберсен не заметил, как появилась эта девушка. Это была очень красивая эльфийка, которая выглядела на 12-13 лет. На ней было платье из листьев, а на темно-зеленых волосах сидела изящная цветочная корона. Личико ее было прекрасным, как сказочный лес, произведением. Хотя девушка была эльфийкой, она считалась великой красавицей. П.Ф. Не желаю это слушать. Качнувшись, маленькая принцесса Вивиан мгновенно очутилась на земле. В руке у нее был ярко-красный плод, который она потряхивала, раскидывая во все стороны капли сока. Ее яркие, как хрусталь, глаза смотрели на Ауберсена, она бормотала: «Где мой подарок? Ты забыл?» Ауберсен быстро вытер пот со лба. Маленькая принцесса Вивиан что-то просила, как я мог забыть. «Верю, что на этот раз тебе очень понравится. Не лги мне. В прошлый раз ты говорил то же самое». А это оказалось сокровище великого воюющего королевства, духовный камень, оставшийся от древней небесной расы. Однако он мне совсем не понравился. На этот раз я пролетал через небольшую человеческую страну и нашел кое-что очень интересное. Хотя ценность невелика, уверен, ты останешься очень довольна. Изумрудные глаза маленькой принцессы тут же засверкали. Ей было все равно, какой это ценности, главное, чтобы это было интересно. Ауберсен достал видеопроигрыватель. Что это за вещь? Разве это не просто зеркало? Это проигрыватель видеодисков, то, что может хранить изображения и звуки. Он очень интересный. Я покажу тебе, как он работает. Есть много других вещей: магнитные звуковые машины, консервы, лампочки. Тебе точно понравятся эти вещи. Маленькая принцесса Вивиан немного заинтересовалась. Тогда я заберу его и попробую. Маленькая принцесса приподняла проигрыватель одной рукой, а остальное спрятала. Когда Ауберсен с облегчением вздохнул, маленькая принцесса сразу же повернулась и посмотрела на него. «Если он не такой удивительный, как ты описал, я вырву в твоем саду все цветы и растения», Ауберсен задрожал всем телом. Как такое может быть? Это была его жизненная сила. Маленькая принцесса не дала Ауберсену возможности ответить, ее фигура качнулась и исчезла. Ауберсен открыл рот, однако ответить не успел. Он лишь молился, чтобы загадочные предметы, которые он нашел в небольшом королевстве Южного Лета, удовлетворили маленькую принцессу. Врожденные таланты принцессы были весьма особенными, поэтому даже Ауберсен ничего не мог с ней поделать. В мгновение ока принцесса добралась до своего дома на дереве. «Скорее, идите и взгляните», маленькая принцесса принесла кое-что забавное. Вернувшись домой, принцесса привлекла внимание многих эльфов. Все они были моложе, чем принцесса, а некоторым было по 4-5 лет. Они кусали пальцы и невинно глядели на нее. «Старшая сестра принцесса, что это? Почему мы раньше такого не видели?» Конечно же, вид у принцессы был гордый. Она стояла среди маленьких эльфов, словно была царем детей. Эту вещь привезли из человеческого мира. Принцесса никогда раньше ее не видела, и, естественно, вы, ребята, тоже не видели. И как ты с ней играешь? Не волнуйтесь. Дайте мне немного разобраться, что это за штука, он так ароматно пахнет. Достал консервную банку эльф, которому было примерно 6 лет. Можно съесть, маленький обжора, ты думаешь только о еде. Сказала принцесса. Ауберсен сказал, что это человеческие консервы, сказал, что вкус неплохой. Он привез немного, так что можете взять по кусочку. Маленькая принцесса была очень простодушной, поэтому детям нравилось с ней играть.
Скоро несколько сотен консервов поделили между несколькими десятками детей. Принцесса открыла консерву и сразу же учуяла сильный аромат, который очень ее удивил. Неужели люди были достаточно умными, чтобы готовить мясо демонических зверей? Она всегда считала, что мясо демонических зверей на континенте готовят только эльфы. Ням-ням, как вкусно. Это так вкусно, дети-эльфы поглощали мясо. Хотя эльфы правда готовили мясо демонических зверей, обычно они соблюдали вегетарианскую диету и на мясных блюдах не специализировались. Съев пищу, приготовленную торговым чудом, эльфы принялись сыпать похвалами. Это правда было так вкусно. Маленькая принцесса открыла консерву с медвежатиной. Мясо было очень ароматным, вкус его был отличным, а мясо легко жевалось. Это была действительно вкусная еда. Принцесса даже выпила жидкость, оставшуюся внутри. Она вдруг испытала сожаление, что рассказала кому-то о такой восхитительной вещи. Но как она могла попросить консерву обратно, не потеряв лицо? «Маленькая принцесса, как ты играешь с проигрывателем видеодисков? Позвольте мне попробовать». Вивиан включила проигрыватель, следуя инструкции Ауберсена. Отражающая поверхность зеркала вдруг загорелась, дернулись несколько пар горящих глаз. В зеркале появились изображения. Ах, эти робкие эльфы испугались и разбежались во все стороны. Что тут происходит? Почему мы видим в зеркале другой мир? Боже мой, неужели это легендарное зеркало измерений? Это божественный предмет из великой древней эры. Сначала маленькая принцесса была очень удивлена. Никогда прежде она не оказывалась в подобной ситуации, однако она ощущала очень слабые флуктуации энергии, исходящие от предмета, так что это не мог быть божественный предмет. Она взмахнула рукой и сказала: без паники, в этой штуке нет ничего опасного». Все были полны сомнений, однако не могли сдержать любопытство и столпились вокруг него десятками маленьких голов. Когда они увидели фильм, все поразились. Кажется, они не могли поверить в то, что происходит перед ними, от шока они кричали. Ух ты! Появилась картинка, внутри, правда, что-то шевелится, как будто связь с другим миром. Как это могли сделать, некоторые эльфы не могли не прикоснуться к нему. Касались они гладкого холодного металла, словно от другого мира их отделял слой стекла. «Вы всем мне мешаете!» — крикнула маленькая принцесса Вивиан, ничего не понимая. «Тихо, тихо, идет звук, а я не слышу, когда шумно. Если вы не будете меня слушаться, я не разрешу вам смотреть», дети-эльфы сразу же присмирели. Все широко распахнули глаза, в оцепенении глядя на новое для них чудовище. Глава 340. Еще одна поклонница. Хотя эти эльфы напоминали детей, в человеческих годах им было примерно 40-50 лет. Хотя разум эльфов развивался медленно, люди не могли сравниться с ними в скорости культивации и эффективности. Сколько бы это ни длилось, какими медленными не были темпы, эльфы все равно становились довольно сильными. Даже самый слабый эльф из собравшихся был в царстве пробужденной души. 8 эльфов были в царстве истинной души, а еще один был в царстве истинного духа, если не считать маленькую принцессу Вивиан. Эти дети обладали такой пугающей силой. Можно было представить, насколько сильными были эльфы. Но какими бы сильными они ни были, разум у них все равно оставался детский. Поэтому, когда дело дошло до странного предмета, которого они никогда прежде не видели, им стало очень любопытно. Медленно звучал голос рассказчика. Хотя человеческий язык отличался от эльфийского, выучить его было нетрудно. Поскольку люди были одной из главных рас континента, человеческий язык был частью учебной программы молодых эльфов, поэтому они легко все понимали. Фильм, записанный на камень иллюзорного изображения, был не просто записью. Изображение было увеличенным, поэтому, когда люди сражались, зрелище просто поражало. Ошеломленные эльфы не могли оторвать глаз. Потрясающе! Как весело! Как же это было весело! Это был грандиозный праздник воображения и чувств. Все в комнате замолчали, когда эльфы поняли, что кроме батальных сцен есть более привлекательная часть — сама история. Эльфы были умными существами, в 10 раз более чувствительными, нежели люди, и когда они смотрели фильм, ощущаемые ими эмоции были в 10 раз сильнее. Когда мужской персонаж встретил принцессу, туманная любовь, которую не могли прочувствовать люди, заставила неопытных эльфов ощутить сердечный трепет. Красивый и храбрый мужской персонаж Чутянь и прекрасная сострадательная принцесса Мэн и обладали чистым благородным характером, который заставил эльфов их полюбить. «Я такая злая», — сердито произнесла девочка-эльф, которой на вид было примерно 11 лет. Почему этот Чутянь такой робкий? Почему он не добивается ее, если любит? Верно. Разве он не видит, что принцесса Мэн Ин тоже его любит? Что за болван? Идиот. Да что вы понимаете? Махнула рукой маленькая принцесса и сказала: в человеческих королевствах очень важен статус.
Воин по имени Чутянь — лишь бродячий мечник, а Мэн Ин — благородная принцесса. Думайте, в человеческом королевстве простой мечник может быть вместе с принцессой, эльфы задумались. Что? Люди слишком раздражали, почему они считают такие мнимые вещи настолько важными, эльфам было тяжело понять человеческие обычаи. Простые эльфы легко играли с маленькой принцессой. Даже если бы простой эльф пообедал за столом эльфийского короля, никто не нашел бы в этом ничего плохого. Маленькая принцесса права. Принялся показывать свои знания другой эльф. Вы все должны об этом подумать. Думайте, великий старейшина согласился бы с Огром, который вдруг решил быть с маленькой принцессой. Фу. Лицо маленькой принцессы Вивиан покраснело от гнева. Как можно сравнивать красивого, честного, отважного человека вроде Чутяня с Огром? Это даже не сравнение. Люди — это совсем другое. Неразумные люди. Пока эльфы спорили, сюжет привлекал все больше внимания. Генерал королевства тайно признал и исказил факты ради личной выгоды. Король немедленно посадил принцессу под домашний арест и послал людей, чтобы те казнили человеческого воина. Проклятие, человеческий король оказался слишком злым. Разве Чутянь был недостоин принцессы? Почему ты их останавливаешь, жалея судьбы этих двух людей? Эльфы наполнились праведным негодованием. Кто бы мог подумать, что той же ночью принцесса сбежит, когда получит новости. Затем последовала серия шокирующего и нервного побега, которая заставила их покрыться потом. Это было слишком захватывающе. Несомненно, мужской и женский персонажи были мудрыми. Наконец, когда они решили встретиться в деревне, произошел неожиданный инцидент. Появился кроваво-красный жрец, который взял в плен сострадательную принцессу. Кроваво-красный жрец Юй не убивал невинных людей, собирая злой техникой их эссенцию крови. Когда эльфы увидели эту несравненно трагичную сцену убийства, их лица покраснели от гнева, и они задрожали. Как будто умершие люди были живыми людьми. Как в мире мог существовать такой злой человек? Что же им делать? Какой будет судьба мужского и женского персонажей? Не прошло и половины сюжета, как ритм повествования стал ускоряться. История становилась все невероятнее, различные чеховские ружья создавали напряжение, связывались воедино и доходили до точки, где взрывалось решающее сражение. Ах, нет, не умирай, когда эльфы смотрели, как мужской персонаж Чутянь после спасения принцессы стал погружаться в бездонное болото, с глаз их закапали слезы боли. Неужели все эти усилия закончатся трагедией? Когда эльфы наполнились печалью, произошел чудесный поворот. История завершилась следующим образом. Все посчитали, что воин и принцесса умерли, но они, скрыв личность, нашли место, где никто их не беспокоил, где они стали жить мирной тихой жизнью. Хорошо, 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 эльфы хлопали в ладоши, пока не устали. Финал более чем подходил их вкусу. Маленькая принцесса перешла от слез к улыбке. В этом был смысл. Хороший человек заслуживает хорошего финала. Подарок оказался просто потрясающим, она влюбилась в эту историю. Человек по имени Чутянь правда существует. Если он существует, я должен его увидеть. Верно, совершенно верно. Теперь он мой кумир, эльфы стали обсуждать фильм. Если среди людей действительно существовал такой Чутянь, им придется увидеть его, несмотря ни на что. Принцесса Вивиан, завтра мой 100-й день рождения. Нетерпеливо заговорил эльфы, который был немногим моложе принцессы. Мне очень нравится эта штука. Ты можешь отдать ее мне, другой эльф произнес. Разве принцессе не нравится мой скакун? Как насчет того, чтобы обменять его на проигрыватель видеодисков? Принцесса, нет. Сердито посмотрела на них маленькая принцесса. Она вытянула руки, чтобы оградить проигрыватель, святыню, которой она могла лишиться. Этот проигрыватель — любимый подарок принцессы. Если кто-то посмеет прикоснуться к нему без моего согласия, я ударю его по голове. Жадина, да, я жадина, не обращайте на нее внимания, пойдемте искать старейшину Ауберсена. Эльфы смотрели на проигрыватель с лицами, полными зависти. Они были готовы обменять на него все свои сокровища. Но раз старейшина Ауберсен смог привести один, почему он не может привести второй или даже третий? Маленькая принцесса тоже задумалась об этом. Раз существовала одна история, почему бы не быть другим? Дети быстро оккупировали дом на дереве, принадлежащий Ауберсену. Когда Ауберсен увидел взбудораженных маленьких эльфов, он чуть не упал от ужаса. Как это могло произойти? Ауберсен быстро понял, что произошло. Он сказал, что других фильмов нет, их действительно нет. Ауберсен изо всех сил пытался убедить их, но это было бесполезно, поэтому он пообещал: человеческая страна находится не так далеко от нас. Если у меня будет время, я привезу вам подарки. Эльфы остались не очень довольны, но ничего не могли поделать. В конце концов, старейшина Ауберсен не мог взять что-то из воздуха. Маленькая принцесса Вивиан была в племени эльфов единственной обладательницей проигрывателя. Новость быстро разошлась. Младшие эльфы все рассказали старшим, когда вернулись домой.
Вскоре появились и взрослые эльфы, которые стали просить принцессу Вивиан одолжить им проигрыватель. Вивиан была очень зла. Как она могла одолжить вещь, которая стала ее любимым сокровищем, люди любопытствовали, однако ничего не могли увидеть. Старейшина племени хочет обменять воду лунного месяца на проигрыватель принцессы Вивиан. Племя зеленых листьев хочет обменять ветвь древа жизни. Маленькая принцесса Вивиан была воплощением смутьянства и вызывала проблемы, поэтому никто не рискнул подойти к ней лично. Последние несколько дней принцесса Вивиан была в огне. Драгоценное сокровище в ее руках было не просто желанием ее племени, но и желанием других племен. Нет. Я сказала «нет», и это значит «нет». Даже если вы принесли сердце дракона, эта принцесса все равно скажет «нет». Маленькая принцесса Вивиан сердито сражалась с людьми, которые приходили на переговоры. В итоге она заперлась у себя в комнате и отказалась с кем бы то ни было встречаться. На плечи эльфов разом рухнуло ошеломление. Люди, которых послали к принцессе Вивиан, пошли жаловаться и сообщили обо всем своим племенам. Это эльфийское племя провоцировало союзников и разрушало альянс. Если не появится разумного объяснения, они будут жаловаться в совет эльфов. Как их можно было задобрить? Конечно же, проигрывателем. Эту отличную вещицу нужно разделить со всем лесом. Эта проблема встревожила великого старейшину, и на принцессу Вивиан наконец надавили, чтобы та отказалась от любимого проигрывателя. Она проплакала всю ночь, а ее любимую игрушку забрали. Постепенно спадал занавес ночи. Надувшись, принцесса Вивиан сидела в своей комнате, а на лице проступала скрытая горячь. Всего за несколько дней она познала глубинное зло мира. Проигрыватель забрали, и она не знала, когда его вернут. Старейшина Ауберсон не желал раскрывать происхождение проигрывателя, потому что эльфы были миролюбивой расой. Старейшина Ауберсон опасался, что это место перестанет быть мирным, как только он раскроет секрет. Однако Ауберсон упустил один пункт. Он думал, что люди не узнают, если он просто не будет говорить. У принцессы Вивиан было магнитное звуковое устройство и несколько десятков дисков, купленных в стране Южного лета. Там Ауберсон купил их втридорого, однако он не знал, что на них было записано. После потери Вивиан стала умнее. Она спрятала их и стала тайно слушать по ночам. Там были истории, музыка, уроки и разные учебные материалы. Короче говоря, контент был очень насыщенный. Принцессу Вивиан приятно удивило то, что все эти вещи были созданы в небольшой человеческой стране на севере. Что наполнило ее волнением, так это то, что... Она узнала, что чутянь из фильма действительно существует и камеры, и магнитные звуковые устройства, и все остальное изобрел он. Чувства принцессы Вивиан к чутяню вмиг перешли от восхищения к поклонению.